Сегодня делаем классическую граненую якорную цепь. Расчеты на эту и другие виды цепей уже есть в приложении Цепилогия. Информацию о том, как его установить, есть в описании к этому видео. Я рад приветствовать вас на Цепилогии. Накручиваю плотную спираль из отожженной проволоки. Отношение внутреннего диаметра спирали к диаметру проволоки 2,1. Лобзиком нарезаю спираль на отдельные кольца. Подготавливаю кольца к прокалке. Окунаю во флюс и прогреваю. Для запекания флюса прокаливаю кольца до красноватого цвета. Отделив половину колец, свожу у них фуги. При этом оставляю небольшой зазор примерно в 1,2 мм. Зазор нужен потому, что пайка производится средним припоем. При пайке мягким припоем фуги сводятся без зазора. Вторую половину колец, наоборот, нужно развести. Зазор между фугами чуть больше толщины проволоки. Пропаиваю сведенные кольца. При пайке количество припоя должно быть достаточным для заполнения зазора в кольце. Спаянное кольцо должно иметь примерно вот такой вид. Все наплывы припоя нужно снять абразивной резинкой. Далее на открытое кольцо одеваю два запаянных и закрываю с сохранением соответствующего зазора.
Таким образом, собирают 3/4 всех колец. Запаиваю каждый отрезок цепи из 3 колец. Затем на открытое кольцо одеваю ранее спаянные отрезки цепи. Таким образом собирается вся цепь. Получившаяся цепь имеет название бублик или круглый ролло. Расчет на нее уже есть в приложении Цепилогия. Продолжим. Для удобства закрепляю цепь на рыболовный карабин и немного поджимаю звенья. При этом предварительно поворачиваю шов под соседнее звено. Для калибровки цепи я использую фильерную доску с квадратными отверстиями. Во время протягивания особое внимание нужно уделить последнему звену, так как оно может стать поперек фильеры. После протягивания длина цепи увеличивается в 1,2 раза. Если этой цепи придать законченный вид, то это будет якорная круглозвенная. Но я продолжу дальше и сформирую грани. Запиливаю цепь мелким напильником. При запиливании нужно учесть, что якорная цепь нуждается в очень хорошей натяжке. Не стоит пытаться полностью запиливать одну сторону. Необходимо равномерно формировать грани, поворачивая цепь, снимая понемногу с противоположных сторон. Масса полотна после припиливания уменьшается примерно на 10%.
Зачищаю полотно наждачкой, располагая бормашинку под углом примерно в 45 градусов к оси цепи, и можно галтовать и полировать. Таким образом, получили якорную граненую цепь. На сегодня все. До встречи в новых видео на цепилогии.